Приветствую вас, дорогие друзья. Начнем мы сегодняшний видеоролик с довольно интересных данных от Центрального банка Российской Федерации о валютном балансе банковской системы России. В общем-то, данные заключаются в том, которые опубликовал Центробанк, в том, что отрицательные чистые валютные активы банковского сектора, они достигли исторического максимума в 15 миллиардов долларов на 1 мая 2021 года. В общем-то, почему это важно, что это значит и что такое вообще это отрицательные чистые валютные активы? Чистые валютные активы – это, в общем-то, разница между валютными активами и пассивами, то бишь у российских банков есть некоторые валютные обязательства и некоторые валютные активы. И разница между обязательствами и активами составляет чистые валютные активы. То бишь, раз у нас отрицательные чистые валютные активы, значит, обязательства банковского сектора выше на 15 миллиардов долларов, чем валютные активы. В общем, надеюсь, все понятно. Вроде как я все это дело вам объяснил. И очень интересный момент, почему это все произошло. В общем, Банк России также вот здесь пишет, то, что Банк России не видит какой-то проблемы из-за дыры в валютном балансе, в случае чего при необходимости банки могут докупить валюту на валютном рынке, то есть вопросов тут никаких как будто бы нет, Центральный банк об этом говорит, но почему, в общем-то, именно сейчас образовалась такая большая дыра, почему банковский сектор не докупает валюту сейчас? Это вот очень большой вопрос, очень интересный вопрос, конечно же, нам об этом никто не скажет, однако мы можем предположить, что банковский сектор ждет, возможно, более привлекательных цен для докупки валютных активов, потому что сейчас, вот опять же в этой же новости, в первой, у нас есть данные о том, что на 1 мая запасы наличной валюты у российских банков составили 12,2 миллиарда долларов, тогда как средства населения в иностранной валюте достигли 91,3 миллиарда. О чем это может говорить? Это может говорить о том, что есть вероятность, что если у нас действительно спадет некая геополитическая напряженность вокруг России, особенно на фоне Беларуси, об этом тоже сейчас немножко я скажу свою, скажем так, мысль, к которой я пришел по итогу вот с этим вот самолетом, который посадили в Минске. Небольшие свои умозаключения тоже выскажу. В общем, суть, если, опять же, валютные вот эти вот позиции, которые сейчас торгуются действительно с дисконтом, как мы понимаем, да, рубль действительно торгуется достаточно, наверное, дешево по отношению к доллару, особенно с учетом того, что индекс доллара и в целом доллар показывает довольно существенную слабость. Может быть, банки полагают, что геополитическая напряженность спадет, встреча с Байденом, с Путиным пройдет более-менее гладко, и в целом Российская Федерация будет потихоньку выходить из этих вот различных санкционных моментов. Опять же, на фоне ситуации в Беларуси. И тогда уже есть вероятность того, что обычные инвесторы, обычные люди, да, вот у которых на балансе сейчас находятся средства населения, у которых находится 91,3 миллиарда запасы валюты, они будут распродавать на фоне всего этого валюту, тем самым будет укрепляться у нас российский рубль по отношению к валютам, а потом уже банки как раз-таки доберут и сократят эту валютную дыру в валютном балансе, которая сейчас у них есть, которая, в общем-то, является рекордной. То бишь, если подытожить мою мысль, то есть вероятность того, что банки сейчас ожидают укрепления российского рубля по отношению к основным мировым валютам. Можно так, в общем-то, выразиться, наверное. Подпишитесь в комментариях, как вы считаете, в общем-то, почему это все происходит. Согласны ли вы с моей точки зрения по поводу позиции банковского сектора, или же я, может быть, что-то говорю не так. Отпишитесь в комментариях, почитаю. В общем-то, это тоже достаточно интересный момент, потому что обычно все-таки, да, как вы понимаете, населению не дают особо зарабатывать. Так оно и есть. В общем-то, юридические лица чаще всего оказываются правы. Ну и опять же, такая вот рекордная дыра в валютном балансе, она действительно настораживает меня с учетом вот таких вот данных, которые пришли у нас на 1 мая 2021 года. Что касается текущей ситуации по валютной паре доллар-рубль, которая сейчас открыта
перед вами, то сейчас у нас в целом продолжается нисходящее движение в рамках синего канала, который я уже нарисовал достаточно давно, и это нисходящее движение пока притормозилось возле уровня 73.16, пробить мы его пока не можем, волатильность довольно низкая, трейдеры пока в краткосроке не совсем понимают, куда тащить валюту. Ну и кроме того, опять же, по поводу Беларуси тоже еще хотел высказаться, и что может в целом повлиять, да, на разрядку геополитической напряженности. Мы знаем то, что сейчас с учетом вот таких вот событий, которые произошли у нас с посадкой самолета в Минске и задержания некого оппозиционера, который, в общем-то, освещал протесты в Беларуси в прошлом году. Сейчас все внимание мирового сообщества, европейцев, американцев в том числе, оно с России переключилось на Беларусь. Может быть, Беларусь выступит сейчас таким вот живым щитом и будет принимать все вот эти санкционные удары. Уже, в общем-то, некоторые авиакомпании прекратили полеты на территории Беларуси. Некоторые страны уже запретили белорусским авиакомпаниям заходить в свое воздушное пространство. Вы тоже, наверное, об этом знаете. В общем-то, там события довольно интересно сейчас развиваются. И российская повестка, она как бы сейчас отходит на второй план. И действительно, Беларусь, она затмила вот этим вот событием всю последнюю санкционную возможную риторику против России. Это тоже в целом такой вот интересный момент, действительно, который у нас получился, дорогие друзья, о котором тоже вы можете подумать и прийти к некоторым своим уже умозаключениям. То есть пока по валюте ситуация такая, ситуация, скажем так, достаточно интересная, за которой, конечно же, нужно наблюдать. Ну а в целом, опять же, вот уровень 73 рубля за доллар и ниже этого уровня, я считаю, вполне, это лично мое мнение, которое не является индивидуальной инвест-рекомендацией, я считаю вполне неплохим уровнем от этого уровня и ниже подбирать валюты именно в долгосрочную, среднесрочную перспективу. Хотя в краткосроке действительно банковский сектор, по крайней мере, я так понимаю, ставит на дальнейшее укрепление российской валюты. А теперь переходим на индекс доллара. Ну, по индексу доллара я уже сказал, нисходящее движение пока продолжается. Цель ближайшая это 89.42, это ближайший уровень поддержки по этому инструменту. Хотя здесь у нас образуется попытка образования бычьей конвергенции, пока отрабатываться она особо не спешит. Что касается евро-доллара, по этому инструменту также вот был задан вопрос, стоит ли там приобретать евро-доллар или же может сходить ниже. Но опять же, если учесть тот факт, что я не даю инвестиционных рекомендаций, то могу именно с технической точки зрения сказать, что сейчас евро-доллар пока находится, конечно же, в рамках восходящего движения. Вот в таком ключе мы сейчас двигаемся под довольно острым углом. Все будет зависеть от ФРС. У нас, в общем-то, скоро, опять же, заседание ФРС будет. Там, возможно, будут некоторые сдвиги. Опять же, инфляция растет, и, конечно же, им нужно будет предпринимать некоторые действия. Пока не совсем понятно, сколько они будут держаться и как долго все это будет продолжаться. Однако, с точки зрения индикаторов и с технической точки зрения, мы можем с вами предположить, что здесь вот у нас идет некоторое поджатие цены, опять же, кверху по индикаторам, а по RSI у нас вообще идет сжатие с двух сторон, то бишь здесь на фоне уже большого выстрела по валютной паре евро-доллар, наверное, сейчас скорее можно ожидать коррекции с учетом накопленных дивергенций. То есть коррекция по евро-доллару вниз на понижение, она более вероятна, на мой взгляд, чем продолжение или бурный дальнейший рост. Именно с точки зрения техники пока это выглядит таким образом. Что касается биткоина, по этому инструменту, в общем-то, уровень сопротивления мы сегодня протестили. Это уровень 40,5 тысяч долларов за биткоин. Пока пробить его не смогли. Бычьей конвергенции также у нас есть. Потенциально пробить мы его можем с учетом этих бычьих конвергенций. Но за этим уровнем нужно понаблюдать. Этот уровень является ключевым сопротивлением сейчас по биткоину, который пока еще находится в рамках нисходящего движения. Это что касается валютного рынка на сегодня. И теперь переходим мы на динамику рынка фондового. Что у нас сегодня произошло по мировым фондовым
площадкам. А сегодня в целом динамика у нас тоже довольно-таки вялая на самом деле. Как мы видим, сегодня все мировые фондовые рынки торгуются примерно в нулевых значениях. Кто-то немножко снижается, кто-то немножко растет. Однако глобально сегодня ничего не изменилось. По индексу Московской биржи у нас сегодня немножко был обновлен исторический максимум. Сейчас торгуемся возле него, собственно говоря, с пробитием уровня 3700 по этому инструменту. По широкому рынку США также пока направление движения идет наверх к уровню 4235 без каких-либо других существенных изменений. По немецкому DAX приостановились возле исторического максимума, я так понимаю. Ну да, собственно, так оно и есть. Возле уровня 15500 приостановились, и довольно низкая волатильность. Кстати говоря, тоже идет некое поджатие цены кверху, что потенциально потом может у нас отработаться на понижение. По китайскому Шанхай композит также уровень поддержки 3581 устоял сегодня, мы его немножко затестили, даже немножко отбились на повышение. То есть динамика мировых фондовых рынков сегодня достаточно однообразна, неинтересна, ничего существенного не произошло. А вот по московской бирже есть такая новость, которую также хотел бы вам предоставить. О том, что московская биржа впервые начнет торги 20 иностранными акциями, в список которых, в общем-то, входит и компания Virgin Galactic. Можете, в общем-то, наверное, прочитать это все на сайте Московской биржи более подробно, и какие акции сейчас есть иностранных эмитентов на Московской бирже. Здесь уже пишут то, что достигнет это дело 144 иностранных эмитентов, то есть Московская биржа также, в общем-то, создает конкуренцию бирже СПБ. Ну и кроме того, действительно, такая вот хайповая акция Virgin Galactic, наверное, также даст, скажем так, даст приток капитала, да, через московскую биржу. Теперь поговорим мы о рынке сырья. Давайте начнем с нефти. Что у нас произошло сегодня по нефти? По нефти сегодня довольно низкая волатильность, как и вчера. В целом трейдеры уже второй день подряд не совсем понимают, а стоит ли продолжать восходящее движение. Однако пока потенциально оно может быть действительно продолжено к уровню верхней грани бокового движения 69.45. Я к этому уровню привязывался постоянно. В общем-то тут пока тоже без изменений ничего нового нет. И в плане индикаторов в том числе ничего нового я здесь не наблюдаю, за исключением возможных образований вот здесь вот на 4-часовом таймфрейме сигналов на понижение как раз таки, поэтому с учетом таких сигналов все-таки тест этого уровня я представляю возможным, но вот существенное пробитие этого уровня это будет сделать сложно по причине как раз таки вот таких вот сигналов, которые у нас сейчас образуются по индикаторам, по стохастическому осциллятору и по RSI. По нефти также у нас пришли сегодня данные Всемирного банка, который улучшил прогнозы по нефти на 2021-2022 год. В общем-то, Всемирному банку особого доверия нет, потому что его прогнозы, они могут в зависимости от конъюнктуры рынка меняться в ту или иную сторону. До этого они говорили, что прогноз по цене на нефть $44 за баррель, на 2021 и на 2022 год $50 за баррель, а сейчас они повысили прогноз средних цен на нефть на 2021 год $56 за баррель, на 2022 уже $60 за баррель. То есть в случае, если ситуация на рынке нефти будет улучшаться, они просто свой прогноз опять же отредактируют, если ухудшаться, будет также отредактируют. То есть их прогнозы, они, скажем так, не особо, наверное, все-таки интересны в таком глобальном плане. Хотя озвучить это все равно стоило. Также у нас уже наверняка пришли данные по запасам сырой нефти в США. Так, да, в общем-то уже обновились данные. Оказались лучше ожиданий, минус примерно 1,5 миллиона баррелей. В целом, ну, примерно в пределах ожиданий, немножко получше. По большому счету, эта новость особой волатильности вызвать на рынке нефти не должна. А теперь переходим на рынок металлов, и в первую очередь с золота начнем. По золоту сегодня у нас продолжилось восходящее движение. В целом потенциал остается на уровень 19.26 или $1926 за
унцию. Ну и опять же, по дневному таймфрейму усиливается у нас общая перекупленность этого рынка, то есть по золоту уже назрело коррекционное движение. Это с точки зрения индикаторов вполне очевидно. То есть коррекционное движение может начаться по золоту в любой момент. Дойдем мы до уровня 19.26 пока непонятно, однако коррекционному движению по золоту вниз нужно быть абсолютно точно готовым на текущий момент времени. По серебру в целом такая же ситуация, не такая очевидная перекупленность по серебру, однако в последние торговые дни оно не растет, и пока уровень 28.035 остается сильным сопротивлением восходящему движению. Так же, как и по меди, сопротивлением остается уровень 4.5470, который не дает нам пока расти. Но вот из всех инструментов у меди действительно шансов на самом деле в рост побольше, с учетом того, что по индикаторам медь охладилась сильнее, чем другие инструменты. То есть вот пока такая у нас ситуация на рынках, дорогие друзья. Всем большое спасибо за внимание. Надеюсь, видеоролик был для вас полезен. Всем пока, удачных вам инвестиций.